Всем привет! Как и обещала, буду выкладывать видео почаще, поэтому уже второй раз за неделю от меня новый видеоролик. Сегодня буду работать с вот такими вот ручками, они не были у меня больше 2 месяцев, кутикула здесь очень сложная, поэтому приступим. Клиентка попросила, насколько возможно, сделать ей мягкий квадрат, а вообще мы отращиваем ногтевую пластину для того, чтобы перейти уже на овалы, потому что эта форма в жизни для девушки является более практичной. И параллельно с опилом я сразу же пилочкой прохожусь по верху ногтя для того, чтобы поднять чешуйки и в дальнейшем была лучшая сцепка искусственного материала с натуральным ногтем. А вот теперь начинается самое интересное – отодвинуть кутикулу. Как вы можете видеть, она немного стелется по ногтевой пластине, очень плотно к ней прилегает, и плюс ко всему очень близко расположены капилляры, то есть даже при прохождении палочкой вы видите, как палец вокруг кутикулы стал уже полностью красный. Забегу наперед и скажу, что клиентке абсолютно не больно, а здесь я специально не стала ускорять видео для того, чтобы вы видели, с какой скоростью я пыталась все это сделать. Ну, скоростью это громко сказано, потому что я очень мелкими шажочками искала апельсиновой палочкой сначала самые слабые места, где кутикула хотя бы немного подвижная, и потом вот такими вот легкими проходочками в несколько раз я проходилась вокруг все ближе и ближе, пытаясь отодвинуть кутикулу. Я не буду вам показывать весь процесс отодвигания этой кутикулы, потому что по времени этот палец занял порядка 10 минут, и то же самое было со средним пальцем на противоположной руке. Я даже воспользовалась ремувером, думала, что кутикула станет более мягче, и у меня получится ее более легче отодвинуть, но нет, чуда не произошло. Поэтому я беру синюю фрезу, и в тех местах, где кутикула не поднялась, я буду просто аккуратненько распиливать ее. И тут особое внимание хочу обратить для новичков, кто еще только начал делать маникюр и смотрит это видео, что распиливать кутикулу вот так, как я это делаю сейчас, это не особо безопасно, и нужно очень четко понимать, что вы вообще делаете. Вообще в идеале в своем арсенале иметь безопасную фрезу. Я об этом прям всерьез задумалась, когда работала с этими руками, потому что ею мне было бы удобнее просто эту кутикулу частично снять и частично приподнять фрезой. Но обычными я делать это побоялась для того, чтобы не сделать пропилы, поэтому мучилась апельсиновой палочкой. Я, конечно, потратила больше времени, но тем не менее все обошлось без порезов и пропилов. Сейчас я переключила аппарат на реверс, тут у меня уже другая фреза, это зеленая насечка, просто она уже смылась со временем, более острая, и я ее взяла уже специально для этого пальчика, потому что тут самая-самая твердая кутикула. После того, как я прохожусь по синусам и боковым валикам, я еще делаю юбочку, такая методика работать непосредственно в аппаратном маникюре, но так как я работаю в комби, мне этот момент был нужен для того, чтобы видеть, какую кожу потом я могу срезать. Как я говорила в предыдущих видео, с недавних пор я начала работать с ремувером для кутикулы. Мне пока что это очень нравится, и эти руки далеко не исключение. На них я всегда использую ремувер, так как вы сами видите, что кожа здесь достаточно сложная. Срезаю кутикулу ножничками, делаю это в 2 этапа. Сначала срезаю ту кожу, которая легко поддается. Дальше я еще раз перепроверяю апельсиновой палочкой, можно ли там еще что-то подтянуть или подрезать. А если нет, то оставляю так, как есть, потому что наша главная цель – это сделать красивый маникюр, а не вырезать кожу в мясо.
После того, как я срезала кутикулу, ручки стали выглядеть вот таким образом. Они еще немножко красные, но краснота в процессе покрытия сойдет. Теперь я обезжириваю ногтевую пластину и наношу на нее кислотный праймер. Кислотный, потому что я уже говорила, что покрытия давно, во-первых, не было, а во-вторых, это достаточно сложные ручки, поэтому я хочу, чтобы клиентка как можно дольше проходила с маникюром. Дальше я наношу базу. На правой руке у нас будет цветное покрытие, поэтому здесь я базой делаю выравнивание. Главное на коротких ногтях не класть большую капельку базы, потому что ногти превратятся в кнопки от баяна, а не в аккуратные изящные коротышки. Левая рука у нас будет нюдовая. Я наношу камуфлирующий гель от магазина Gel Shop. Цвет и ссылочку на него я оставлю в описании под видео. И как всегда, я сначала промазываю тоненьким слоем всю ногтевую пластину, а дальше маленькой капелькой делаю выравнивание. Итак, я наношу самый популярный цвет этого Нового года и прошлого, это Monami 363, плотный цвет с голографическими блестками, очень красиво переливается, и каждый раз, когда я его крашу, я говорю, что его, в принципе, можно выкрасить и в один слой, но дело привычки, и мне как-то спокойнее, когда я делаю это в два тоненьких слоя. Если у меня здесь есть мастера, которые работают однослойниками, то буду рада, если вы поделитесь, какими торговыми марками работаете и как они вам в принципе в работе. Пишите все в комментарии. Перед нанесением второго слоя я отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой. Когда я делала легкий опил твердого камуфлирующего геля, у меня, оказывается, разрядился телефон и выпрыгнуло окошко о режиме энергосбережения, и в этот момент камера, естественно, отключилась. Но там ничего особенного, просто пилочкой прошлась по торцу и чуть-чуть сверху. Перекрываю эти ногти топом без липкого слоя и тоже топом немножечко выравниваю, чтобы был красивый блик. То же самое я делаю и на правой руке. Теперь давайте еще раз вспомним, как выглядели эти руки до маникюра. А вот так выглядят руки уже с маникюром. Конечно, здесь не было какого-то супер крутого модного дизайна, но я считаю, что преображение получилось просто бомбезное. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на мой канал. А еще спасибо вам за просмотр и до новых встреч!